Друзья, всех приветствую! Сегодня поговорим о наушниках от компании Celest. Это дочерний бренд Kinery. Модель наушников называется Panda Moon. Приходят они в такой небольшой коробочке с интересным оформлением и изображением этого зверя на лицевой части. Здесь сбоку написано, что входит в комплектацию. А здесь указаны все социальные сети производителя Kinery и адрес производства. Ну а сзади, как всегда, указаны технические характеристики наушников. И написана небольшая история об этом звере, пожирающем железо. Ну и, конечно же, не забыли про графика ЧХ. Если в Гумиха за звук отвечал один квадратный планарный драйвер и арматурный излучатель, то в этой модели компания Kinery решила отказаться от арматурного излучателя и сфокусироваться на настройке звука только лишь за счет своего квадратного планарного драйвера. Это, так скажем, вторая версия. Чувствительность наушников составляет 108 дБ, и у них довольно низкий 9 Ом импеданс. На раскачку они довольно легкие. Теперь давайте посмотрим комплектацию подробнее. Первое, что нас встречает, это наушники. Они здесь так надежно зафиксированы. И лично на мой взгляд, выглядят они очень даже неплохо. Лицевые панели выполнены из нержавеющей стали и имеют такой серебристый цвет. Ну и довольно нетипичный внешний вид. Удивительно, но у наушников имеется всего лишь одно акустическое отверстие, расположенное на внешней части наушника рядом с соплом, вот с таким серебристым фильтром. Ну, такой же был и в версии Гумиха. Ну, имеется надпись Celest и указан левый и правый канал соответственно. В общем, вот так они выглядят. Посадка и эргономика у наушников получилась очень хорошая. Они прилегают прямо так очень плотно к уху и не вызывают дискомфорта при длительном ношении. Из ушей, кстати, они практически не торчат. Ну и, конечно же, здесь имеется вот такая замечательная металлическая закладка для книг с такой злой пандой. Выглядит, конечно, друзья, она очень круто. Имеется вот такой удобный чехол бежевого цвета для переноски ваших аксессуаров. Открывается вот он так. Имеется фирменный 4-жильный медный кабель с такой необычной, оплеткой. На удивление он почти не путается и довольно гибкий. Установлен у него фирменный 3.5 коннектор Celest. И 2 IP разъемы. Указан правый и левый канал. Заушины сформированы у него правильно, поэтому проблем с удобством не возникает. Ну и также здесь находится вот такой небольшой комплект амбушюр. Вот так выглядят первые насадки. То есть они более широкие идут. И вот эти красные, они более узкие. Использовал наушники я именно вот с этими насадками. Но еще здесь находится вот такая небольшая щеточка. Я думаю, вы уже все видели подобные у других наушников в комплекте. Ну а теперь, друзья, мы подошли к самому интересному, а именно к звучанию этих наушников. Использовал и слушал я эти наушники в основном с ЦАПом Topping G5. У них получилась такая хорошая синергия. Начнем с низких частот. Как мы видим на графике и на слух, на низких частотах наушники демонстрируют довольно ровную и аккуратную возвышенность с таким большим акцентом на мид-басе, нежели на саб-басе. Наушники точно не попадают под категорию басхедные, возможно, это даже хорошо. Из коробки я испытывал недостаток низких частот, и только вот спустя несколько дней прогрева наушников звучание стало более сбалансированным и собранным. И уже в целом в большинстве случаев лично мне было достаточно этого количества низких частот. Но я слушаю наушники только дома, это стоит иметь в виду. Мидбасовая область здесь и на слух ощущается более выраженной и с большим акцентом на себе. Порадовала отличная глубина, с хорошей массой и довольно хорошим контролем, без утечек в среднюю часть диапазона. По сравнению с Гумиха заметно подтянулась текстура, то есть да, теперь бас не звучит везде одинаково, довольно хорошо слышны различные насыщения сатурацией
и эффекты дисторшена. Это определенно меня порадовало. Касаемо скорости и отработки атак, все тоже довольно хорошо. А затухания здесь получились довольно такими плавными и, я бы сказал, правильными. Что касаемо средних частот, сразу скажу, в этих обновленных Panda Moon очень хорошо поработали над этим диапазоном. И это буквально их визитная карточка. Здесь имеется и хорошее ощущение прозрачности, и воздушности, вот той самой, которой мне не хватало в предыдущей модели Gumiha. То есть в этих наушниках я уже спокойно могу слушать вокальную музыку и более такую перегруженную разными инструментами, где практически совершенно не возникает ощущения той самой зажатости и такого эффекта, будто вы находитесь в маленьком помещении. То есть здесь наоборот сразу же чувствуется такое довольно хорошее, уверенное и в целом правильное пространство, в котором отлично рисуются образы инструментов и несомненно радует, что они не сливают в кучу, как в предыдущей модели Gumiha. Несмотря на то, что на графике имеется довольно такой большой подъем на 2 кГц, то есть относительно низких частот, то на удивление он не вырывается так сильно вперед, даже если слушать наушники на громкости чуть выше средней. То есть ударные звучат довольно хорошо, с подчеркнутыми транзиентами, с хорошими послезвучиями, но при этом не стараются взять на себя много внимания, и это радует. Ну а теперь поговорим о высоких частотах в этих наушниках. У Celis Panda Moon здесь заметен такой очень хороший и более правильный подход к настройке. Ощущается этот диапазон как такая очень сглаженная и аккуратная подача на слух. Конечно, не совсем напоминающая планарный драйвер. Мне лично больше напоминает именно динамический излучатель, так как здесь нет явного акцента и вот этого очень такого запоминающегося разрешения и детализации на хай-хетах и крэшах. Но несмотря на это, здесь в целом имеется хорошее ощущение воздушности. И опять же, этот диапазон подвергся хорошему изменению. Здесь больше не будет той странной резкости, которую давал арматурный излучатель у Gumiha. Здесь наоборот же постарались исправить все предыдущие ошибки и сделать более универсальный и подходящий звук для всех. Что касаемо техничности, то эти наушники довольно хорошо сохранили ее и даже хорошо так подойдут для рока и более такой тяжелой музыки, так как воспроизводят они ее очень даже уверенно, особенно с хорошими источниками, как Topping G5. Также стоит сказать, что на удивление здесь очень хорошо звучат перкуссии, на которые вы будете обращать внимание как можно больше, так как наушники имеют хороший уклон в микро и макро детали. Но есть один момент касаемо такого немного раннего затухания вот на 10 килогерцах. То есть вот идет у нас такой спад. То есть было бы очень хорошо, если бы оно начиналось немного позже, например, после 16 или 18 кГц, так как все-таки в этом диапазоне тоже содержится информация, и мы как бы немного теряем ее. Сцена и визуализация у наушников Panda Moon, как вы понимаете, получилась хорошо проработанной в ширину, то есть она довольно оптимальная и правильная, и на удивление у наушников имеется очень хороший уклон в глубину, так как при прослушивании я прям замечал, что в музыке я могу без проблем разделить инструменты какие-то ударные или синтезаторные звуки на отдельные слои, которые не просто звучат в одном месте, а буквально разделяются друг от друга, и слышно, что они имеют разное расстояние. Ну а вывод по данной модели наушников у меня получился таков. Celis Panda Moon на этот раз буквально удивили меня, причем эта модель сильно отличается от предыдущей и только в положительную сторону. Проделана очень хорошая и правильная работа над устранением ошибок. Это буквально все то, что я хотел услышать от этих наушников. Но для вас я постарался донести максимально точно то звучание, которое передают эти наушники. Ссылка на покупку наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Подписывайтесь на мой канал и не забывайте ставить лайки. Определенно рекомендую эти наушники к покупке. С вами, как всегда, был IC Genius. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.